Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим имбирные пряничные вафли без сахара. Эти вафли получаются мягкие, золотистого цвета, с медовым вкусом и легкой остротой имбиря. Для начала подготовим сухие ингредиенты. Нам понадобится 240 грамм муки. Добавляем в муку 2 чайные ложки разрыхлителя без корки. Также нам понадобится пол чайной ложки соды и пол чайной ложки соли. Из пряностей нам понадобится 2 чайные ложки имбиря, четверть чайной ложки мускатного ореха и четверть чайной ложки корицы. Все сухие ингредиенты нужно будет хорошенечко перемешать до тех пор, пока не останется комочков из муки или специй. А теперь в отдельной чашке подготовим наши жидкие ингредиенты. Для этого нам понадобится 4 яйца комнатной температуры. Скорлупу добавлять не нужно. Сюда же вливаем 230 мл теплого молока, 6 столовых ложек сливочного масла, которое я заранее растопила и немножко охладила, 120 грамм теплой сметаны, также комнатной температуры. Также нам понадобится 3 столовые ложки любого меда. Я сегодня буду использовать гречишный мед. Мед придаст вафлям более хороший такой глубокий темный цвет, а также подчеркнет вкус пряностей. Мед также выступает в этом рецепте в качестве подсластителя, потому что сахара в этом рецепте совершенно нет. Перемешиваем все жидкие ингредиенты до полного растворения меда. Ничего взбивать в этом рецепте не нужно, буквально просто смешать все ингредиенты. У меня это занимает несколько секунд. Ну а теперь объединяем сухие ингредиенты с жидкими и всю эту массу хорошенечко снова перемешиваем. Делать это нужно достаточно быстро, потому что у нас в сухих ингредиентах находится разрыхлитель, а он вступает в реакцию с жидкостями моментально. Поэтому чем меньше мы перемешиваем, тем пышнее будут вафли. Также хочу напомнить, что, как всегда, все ингредиенты в граммах и в стаканах вы найдете в описании под видео. А если у вас остались какие-то вопросы, то вы всегда можете спрашивать меня в комментариях, я всем отвечаю. Даем тесту постоять минут 5, а пока включаем вафельницу, режим у меня чуть выше среднего. Тесто у меня уже постояло, а вафельница нагрелась, теперь аккуратненько с краю зачерпываем тесто. У меня уходит примерно треть стаканчика на каждую вафлику. И выпекаем вафли до такого хорошего глубокого золотистого цвета. В моей вафельнице у меня уходит около минуты. Время, конечно, выпекания зависит конкретно от вашей вафельницы. Вафельница у меня очень горячая, из нее смотрите, как идет пар, и внизу на столе даже собирается конденсат. Первая партия вафель готова, посмотрите, какие они получаются темные. Это не потому, что я их передержала, это из-за меда и из-за пряностей. Выкладываем вторую партию. Мне нравится этот рецепт за его простоту. Смешал все ингредиенты 5 минут буквально, ничего лишнего делать не нужно, не разделять яйца, не взбивать ничего. 5 минут и готово. Также этот рецепт хорош тем, что он прощает небольшие погрешности в ингредиентах. Немножко больше доложили, немножко меньше, ничего страшного совершенно нет, вафли все равно получаются очень вкусными. Поскольку это имбирные пряничные вафли, они так же, как и пряники, очень хорошо сочетаются с сахарной глазурью. Чтобы приготовить сахарную глазурь, нам понадобится 3 столовые ложки воды и стакан сахарной пудры. Глазурь замешивается также очень быстро, пока вафли остывают, глазурь будет уже готова. Перемешиваем сахарную пудру с водой до тех пор, пока глазурь не станет гладкой и равномерной. Этот процесс занимает пару секунд. Я люблю переложить глазурь в какой-нибудь пакетик, надрезать уголочек и уже из пакета полить получившиеся вафли вкусной сладкой глазурью. Эти вафли получаются мягкие, они очень ароматные, сильно напоминают пряники и даже немножко у них есть привкус такой карамели. Я надеюсь, что вам понравился этот рецепт. Дайте мне знать вашими лайками или в комментариях, и до встречи в новых видео!